Всем привет, вы на канале Польза Лайф, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Обычно это дело у меня получается. Сейчас вы видите, как имеет возможность снимать Huawei Pura 70 Pro, только что он почему-то терял фокус, но ничего. Первое, о чем я хочу сказать, разумеется, обзоры на данный смартфон, как и любой другой на канале 3 штуки. Первое — это прожарка устройства, и кто захочет увидеть там, что он хорошо справился, те увидят. Кто не захочет, может услышать в конце, что температура экрана была 44 градуса. Что это такое? Это что-то не очень удобное. Второе, если вам интересно, чтобы подобные обзоры продолжались, не забывайте написать в комментариях «Саня, продолжай», потому что я четко понимаю, что, допустим, для продавцов или людей, которые перепродают это устройство после того, как купили, подобные мои обзоры — это как кость в горле, мне об этом постоянно пишут, постоянно угрожают, но будем считать, что это просто инициатива, собственно, покупателей. Но это мелочи жизни. Почему? Потому что Huawei снимает хорошо. Я специально выбрал максимально прохладный день. К сожалению, солнце опять вышло. Сегодня был весь день пасмурно. Почему? Потому что Huawei Pura 70 и 70 Ultra вырубались у меня на жаре, и мне приходилось из нескольких частей собирать обзоры. Обзор одним кадром получался не одним кадром. Здесь я надеюсь, что после дождя вот водичка, при этой температуре адекватной, вполне возможно, смартфон вывезет. Я очень надеюсь на это. Напоминаю, что 3 обзора. Так вот, прожарка, где я играл в него. Наконец-то получилось установить часть игр. Понятно, что у части игр можете посмотреть как раз прожарку. Там люди приходили, у которых не получалось одни игры устанавливать, у других другие. То есть не все программы будут у вас установлены на Huawei. Второе — это полноценный обзор. Там уже довольно много комментариев. И вот этот обзор одним кадром, как и у всех. Все, кто хочет помочь каналу, подпишитесь на канал с колоколом, подпишитесь на канал скидок и, повторяюсь, напишите в комментах, чтобы продолжал, какую трубку еще хотите увидеть. Август был довольно таким переломным моментом, поэтому трубки я сейчас только заказал все. Я купил трубки Realme, вот эти новинки, то, что они циркуляром делали. Купил нордовский 4, OnePlus, он уже почти на руках. Realme GT 6 китайской версии, iQOO 9 Pro Plus, все идет, все почти уже на канале, и все будет, разумеется, протестировано. Еще и Pixel 9 купил. Вот, самореклама закончилась, перейдем же к обзору, в принципе. Комплект у смарта шикарный, то есть у него идет 100-ваттная зарядка в комплекте, помимо, или 80, вот по поводу всех вот этих особенностей, 100-ваттная там, с 2 выходами на Type-C-шник и USB-A. Заряжается он быстро, беспроводная зарядка есть, защита от влаги есть, ее я проверял, он в этом смысле живой. Вот, второй момент, если говорить про качество материалов, он идет с защитной пленкой сразу, экран практически прямой, сейчас я вам покажу, как он может шикарно снимать. При съемке в 4К 60 FPS, которую я веду, 8К недоступно, 4К 120 FPS, как в Samsung, недоступно. Вы можете снимать вот так, X4, X10 и X1. И давайте начнем, наверное, с минимального недостатков, потому что в последнее время именно так я и делаю. Так вот, основные недостатки данного устройства — это то, что здесь Android 12 версии, разумеется, он обновляться не будет, и многие будут вам рассказывать, продавцы, что обновления Android не нужны, и вообще можно на Android 1 ходить, и все отлично. Напоминаю, что сейчас 14, скоро выйдет 15. То есть это не какая-то другая операционная система, и все, кто вам рассказывают, что вот сейчас все Android кирпичатся, и Huawei кирпичатся тоже, потому что это тоже Android. Вот, второй момент, немаловажный. Все очень хорошо цепляются с точки зрения маркетинга, опять же, продавцы, что я говорю, 7-нанометровая технология, это технология 2018 года, это факт. То есть у них 7 нанометров, процессор по технологии создан 7-нанометровой. Она первый раз была применена в 2018 году. Сейчас у нас 2024, прошло 6 лет. Да, они сделали больше ядер, да, не имеет значения попугая Вантуту, но когда говорят вам по поводу попугаев Вантута, они умалчивают, что они его никак не используют. То есть, если ты не используешь смартфон, вот я, допустим, его тестирую, смарты как, поставил, и максимальная съемка по времени, допустим, вы концерт снимаете. Так вот, любой другой смартфон в эти деньги у вас будет снимать в 4К 60 FPS. А Huawei сбросит до 55 FPS. Что это будет значить? Это значит, что картинка будет где-то не такая плавная. Почему вы за это должны платить?
Я не знаю, потому что стоимость у этих смартфонов будет, скорее всего, Huawei будет дороже. Вот, второй момент. Вот мы закрыли эти поверхностные какие-то проблемы. Это исключительно, скажем так, проблема маркетологов, как вам это дело продавать. Второй момент. Не второй, а основу этого вообще всего. 1 000 000 баллов Antutu он не выбивает по мощности. Процессор примерно такой же, как у Honor 200, который стоит 28 000 рублей. Соответственно, с процессором что идет еще сверху? Старое. Wi-Fi 6 версии у нас почти везде 7 версии. Где-то в программах, почему-то в программах везде пишут, что Wi-Fi 5 версии. Есть еще 6E, но не будем мы об этом. То есть старый Wi-Fi. Bluetooth версии 5.2. В новых смартфонах стоит 5.4 и, разумеется, у некоторых сейчас уже появится Bluetooth версии 6.0. Спойлера это тоже нехорошо. То есть весь обвес, включая внутреннюю память, все у вас относительно старое. По поводу LTPO-шного экрана. Мы играли в течение часа. Яркость он сбросил всего до 570 люксов. Прошлые два смартфона, это Huawei Ultra, по-моему, Puro 70 Ultra и 70-ку. Я очень много программ и игрушек не мог установить. В итоге я их не гонял. Этот гонял. Все было отлично, за исключением маленького но. Под конец у меня реально жгло пальцы. Оказалось, что температура у экрана 43 с лишним градуса. На следующий день, когда я стал гонять этот смартфон, как говорят, с каждым днем он все лучше. Да, он был лучше, он через 2 минуты уже разогрелся до 44 градусов. Если вы предполагаете, что 44 градуса это хорошо, то вы ошибаетесь. Попробуйте измерьте свой телефон, когда вы играете на нем, температуру экрана именно. Это без чехла, это под кондиционером. Так, надеюсь, он еще снимает. Снимает, отлично. Вот, так что телефон не для игр. Мое мнение, телефон не для съемки, потому что FPS он сбрасывал. У меня есть отдельный ролик по Huawei Puro 70 Pro в Японии. Я когда летал, целый день с ним ходил, и там почти час съемки кусками. Вы можете сравнить с S24 Ultra съемку по видео с iPhone 15 Pro Max. Там вот на эти 3 устройства, по-моему, еще как... и Fold 6 от Samsung. Вот на эти, получается, 4 устройства вы можете увидеть обзоры и сравнить, насколько хорошо один или второй бы справлялся, или третий, и какая картинка вам приятнее. Сказать, что Huawei плохо снимает, я не хочу и не могу, потому что он снимает хорошо. То есть вы можете уходить здесь на ультраширик, если довольно плавно идти и снимать, все будет хорошо. Сейчас я еще сделаю кружочек основой. По поводу вопроса, почему я не рекламлю, а это именно реклама, я считаю. Я никогда не упоминаю всякие ИИ, хотя здесь ИИ практически нет. Здесь нет, кстати, еще 5G, нет 8К, нет 4К 120 FPS, который многим нужно. Это основной модуль. Нет здесь еще, помимо этого, никаких перспектив по обновлению. То есть вам никто не скажет, сколько здесь лет будет поддержки. Но это же не важно, вы всего за 50, 60, 70 тысяч смартфон покупаете, правда? И здесь очень магическая тема с Huawei, пока я не забыл. Я обожаю форум 4PDA. То есть у них есть ветки, которые не куплены. Эта ветка по поводу Huawei куплена прям на 100%. Вы берете, открываете 4PDA. Во-первых, все упоминания меня там стираются. За это ему огромное спасибо. Я не хочу быть ассоциирован с подобной платформой. Почему? Потому что когда вы открываете примеры обзоров, больше 70% из них это рекламные. И даже кое-какие миллионники делали не рекламные обзоры на Huawei, очень хорошие. И они туда, разумеется, их не добавили, эти обзоры. Почему? Потому что стоп-слово для Huawei это Android 12 версии. Это никакая не другая операционная система. То есть это Android 12 версии с их оболочкой. И когда ты от этого танцуешь, у тебя уже отношение к этому делу другое. Так вот, по поводу фоток. У меня не всегда отрабатывал стаб хорошо, я фотографий очень много скинул. Не 1 месяц я его тестирую. Я не скажу, что он идеален, посмотрите, какое количество смазов. Объем у фотографий есть, фоткает он примерно так же, как P60, P60 Pro. И можно натягивать сову на глобус и долго рассказывать, что вот, они сделали так. Ну, фотоаппараты у всех есть, задержку выставляешь и можешь двигать, да, объекты в движении фотографировать. Посмотрите, ничего фееричного не было в этой фотке. Ну, у меня, во всяком случае. Разумеется, постановочные фото, постановочные видео на этот смартфон, как и на любой другой смартфон, дороже $150, ты можешь сделать, и они будут вкусными, волшебными, и люди пойдут покупать.
По поводу основной проблемы, которая, я считаю, не освещена никем, и даже Илюха распаковка 2 упаковка пока не знает, ну не знает, не сделал обзор, но уже скидывал в свою личную телегу проблему. У него там некоторые программы не вставали, у него еще и кнопка залипала, у меня хотя бы кнопки не залипали. У меня смартфон вырубался во время съемки, но это все нытье. Не нытье, что у всех смартфонов есть проблемы, но у кого-то из них есть перспектива. Так вот, перспектива этого смартфона, в принципе, была реализована практически сразу. Потому что если вы откроете Авито, 55-60 тысяч рублей, вы можете найти его новый. Если вы подождете в ритейле недавно была тема 64 тысячи рублей, бесплатно еще отдавали Huawei Watch 4. То есть, считайте, вы за полтинник Puro 70 Pro покупали. С чего он начал, вы помните. Насчет ликвидности сказать, что все так стоят, ну нет. Но он сотку, был 120. Или если брать Samsung, который сейчас 80, но он был 120 также на Авито. Сейчас он 85. Так, чтобы дропнулось так быстро, спасибо Huawei. Если говорить о их прошлых моделях, допустим, можно сказать, что здесь отличный звук. Но те, у кого есть Puro 60 Pro, не Puro, а Huawei P60 Pro, они благополучным образом могут ощутить, что 60 Pro не настолько-то хуже звучит. Я бы даже сказал, местами лучше. Если говорить про какие-то фишки, здесь есть у нас eSIM, в отличие от 70 и 70 Ultra версии. У кого-то есть проблемы с GPS, у меня их не было. Но опять же, там с мылом, я говорю, 288 страниц радости на FOPDI, что-то чистят, что-то корректируют, то есть совсем неприятные недостатки они удаляют. Но основная мораль вообще этой ветки в том, что боль это нормально, у всех есть проблемы, но такие проблемы, как Huawei, отсутствуют даже у третьего эшелона. То есть так, чтобы я сказал, я не уверен, что у вас какая-то программа установится, я не скажу ни про Infinix, ни про Tecno, ни про Itel, ни про Motorola, ни про ZTE, ни про что. То есть в этом смысле Huawei уникален. И как правильно говорят, для того, чтобы быть уверенным, что у вас все проги встанут, скачивайте Huawei Store и им пользуйтесь. Потому что алгоритмы Google сервисов здесь нет. То есть ты либо через microG эмуляцию, либо через Gbox устанавливаешь все проги. Это все постоянно меняется. Рекламные обзоры закончились. И, соответственно, всем уже наплевать, как вы что будете устанавливать. У меня приходил человек, который в итоге меня назвал же в этом форуме идиотом, потому что я не смог ему объяснить, у него на руках 70 Pro, как ему установить PUBG New State. Надо было устанавливать через APK Pure. Вдруг ты меня смотришь. Так вот, вот. Смартфон однозначно для ультрафанатов, скорее всего для фанатов, которые приобрели этот смартфон просто работая на заводе, как вы, если можете погуглить, поинтересоваться, да, Huawei раздают на производствах этих смартов у себя там в Китае. Когда говорят, что я не кошерный и у меня недостаточно патриотизма к Китаю, друзья, у Китая очень много брендов, очень много. Xiaomi, Realme, Oppo, даже Honor с гуглами у них. И только Huawei имеет такие проблемы. Когда я же не говорю вам покупать пиксели на их тензоре, я не говорю обращать внимание на, не знаю, кому-то Южная Корея не нравится, на Exynos у Samsung, только на Snap. Короче, если не критиковать, это плохо. Если видеть только хорошее, это тоже плохо. Вы очень много рекламы можете посмотреть про то, как кружочек кружится, фотографируют, про то, как, если вы о нем хорошо говорите, вы сможете слетать в Китай. Я и сам слетаю, кстати, в ближайшее время, через недели 3. Вот, как в Японию я летал, только без телефона Sony, потому что Sony ужасно фотографирует, ужасно снимает видео. Это у меня отношение не только к Huawei, просто есть понятие ликвидности, есть понятие комфорта, есть понятие того, как введение в заблуждение пользователей. Вот введение в заблуждение пользователей у Huawei уровня 100. Вот просто уровня 100, и дезинформация, проплаченная ими вокруг в интернете, она просто, ну, да, меня от нее бомбит. То есть люди, которых я уважал, которым я доверяю, я смотрел их обзоры и думал, ну как так можно их пиарить? Пиарить хорошо, то есть есть у тебя значок рекламы, пиарь, но есть же тонкая красная линия, кто-то же купил это устройство. Знаете, сколько у меня негативных отзывов людей, которые его купили? И не всем хочется лезть в форумы, не всем хочется слышать, как я в форуме сегодня читал. Ну, не устанавливается почта, ну, устанавливай по-другому, и чего? Не устанавливается программа, ну, и купи себе второе нормальное устройство на андроиде. Это стёб,
покупать вторым устройством смартфон за 60 тысяч, точнее, это основным и еще второе устройство. В общем, чисто физически смартфон отличный, чисто технически за полтинник, если у вас были Huawei, и вы знаете, что вам вообще ничего не надо из программы, гипотетически все, что вам понадобится, вы сможете установить, вас устраивают все эти моменты, вам не нужно долго снимать. Кстати, он молодец, обратите внимание, этот смог 16 минут снимать. Вопрос, насколько он сбросил FPS, надеюсь, не сбросил. Вот, и в целом девайсу от меня за 45-50 тысяч, и это его будущая скорая цена, однозначная да для людей, которые понимают. Все, кто любит Huawei, вы понимаете, что чем больше подобного контента, как у меня, тем дешевле вы этот девайс купите. И я бы на вашем месте, если вы не продавцы, только радовался подобному, потому что в моих словах нет никакого вранья. Просто у меня акценты на другое. У меня акценты не на то, что вы посмотрите, какая металлическая рамка, просто великолепная защита от влаги, а какая флеш-вспышка. А если посмотреть, как работает основной модуль, вообще просто кайфуешь. А переменная диафрагма. Серьезно? То есть есть какие-то базовые моменты, это ты покупаешь смартфон, устанавливаешь программу и дальше не забываешь о нем. Ну, потому что ты им пользуешься, это инструмент. А когда ты должен для пользования инструментом использовать другие инструменты, ну это дичь. Тем более, когда, опять же, форсится вот эта тема с андроида заблочится. Так андроид, это и есть андроид. Или еще тема лучше, там, из разряда обучайтесь, вот так и будет. Нет, будет не так, потому что это андроид. То есть нужен какой-то не андроид смартфон для того, чтобы чувствовать себя в супербезопасности. Не iOS и не андроид. Есть же на Авроре, вот там, вроде на Авроре смартфона. Если там нет андроидов. Я не знаю, я не тестировал, я прям уверен, что что-то есть. Можете написать, кстати, может быть, уже кто-то юзает устройство не на андроиде, не iOS. Был же Windows Mobile. Вот, еще что. Я с радостью заканчиваю общение по Huawei. Считаю, что у них лучшие часы, лучшие наушники, лучшие аксессуары. В комментариях есть уже под обзором полноценным на этот смартфон люди, которые купили и часы, и телефон, и планшет, и ноутбук от этого бренда. Все очень радуются. То есть, когда у тебя есть одна экосистема, и ты в ней потихонечку в нее проникаешь, и тебе лишнего ничего не надо, это рабочий инструмент, это как покупать MacBook. То есть его покупать это дичь, но если ты знаешь, как ты будешь на нем работать и для чего он тебе, то все хорошо. Вот здесь то же самое. Если ты знаешь, для чего тебе этот смартфон, радуйся, что будут такие обзоры, как у меня. После них ты на Авито сможешь купить его за 55, а не за 70, а не за 90. Я думаю, ну, как бы тут любой пользователь и покупатель выигрывает от этого. Продавцы нет. Разумеется, девайсу от меня отдельно от стоимости и возможности однозначно да, потому что он безумно красивый лично, вот мое субъективное мнение. И повторяюсь, как я сказал в основном обзоре, это лучший смартфон на Android 12 с 7-нанометровой технологией процессора в 2024 году. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!